Всем привет, друзья! Сегодня мы сравним масла на ПАО базе, которые вызывают большой интерес и споры в последнее время. Данное видео создано в первую очередь для людей, которые уже используют эти масла, либо хотят попробовать, но пока не могут решить, что же лучше. Если вы открыли это видео, чтобы написать комментарий о том, что ролик проплачен и кругом одна реклама, то не спешите, лучше досмотрите это сравнение до конца и уже тогда напишите, кто же в итоге больше заплатил, а то вдруг сейчас прогадаете. Не обращайте внимания на канистру экстрима, она у меня хранилась в гараже и за полгода немного испортилась этикетка. Но уверен, масло это не затронуло. Итак, хоть эти масла и состоят из ПАО, но оно у них от разных производителей. В экстриме ПАО база от ExxonMobil. В Новусе, к сожалению, неизвестен точный производитель основы, ведь он может со временем меняться. Все зависит от завода, выпускающий Новус. Он может заключить договор и с тем же ExxonMobil или с любым другим поставщиком, который будет отвечать требованиям данного продукта. Но это не говорит о том, что качество будет меняться. Практически все блендеры закупают так базовую основу. Взять, например, тот же Равинол, Адинол или Ликвимоли. У всех из них нет постоянного поставщика базы. Для начала сопоставим эти масла по лабораторным анализам, которые были опубликованы на Oil Club. Кинематическая вязкость при 40 градусов у Новуса 81,41, а у Экстрима 87,43. При 100 градусов у Новуса 13,17, у Экстрима 14,94. Чем выше показатель, тем гуще масло при этой температуре. И если учесть, что при заливке нового масла оно разбавится с остатками отработки и станет немного жиже заявленных параметров, то запас прочности немного побольше у Экстрима. Далее индекс вязкости. У Новуса он равен 164, у Экстрима 180. Конечно, можно сказать, что Экстрим дошел до таких показателей посредством загустителей. Но на самом деле дело не только в этом. В нем немного больше эстеров. Напомню, в Новусе их 5%, а в Экстриме 10%. Щелочное число или ТБН у Новуса 10,2, у Экстрима 10,47. Эти показатели практически равны, и чем выше данный параметр, тем лучше масло будет справляться с нейтрализацией продуктов сгорания топлива. То есть такое масло выдержит гораздо больше интервал замены, нежели масло с низким значением ТБН. Кислотное число. Оно взаимосвязано с щелочным, но тут ситуация другая. Чем ниже данный параметр, тем лучше. С пробегом щелочное снижается, а кислотное повышается. И нельзя допускать того, чтобы эти показатели сравнялись, если хотите сохранить двигатель в чистоте на долгий период. У Новуса этот параметр 2,18, у Экстрима 1,33. Далее идет сульфатная зольность. Проще говоря, чем выше значение, тем больше в нем золы, который может негативно влиять на дизельные сажевые фильтры ДПФ и трехкомпонентные системы дозжига на бензиновых двигателях. Зольность указывает на количество элементов в присадках. С нашими маслами все в порядке, они полнозольные и защищают двигатель по максимуму. Зольность Новуса 1,34, Экстрима 1,23. Далее показатели практически равные, кроме массовой доли элементов. Но тут все в принципе ясно, зольность нам это показала. НОАК или потеря массы у Новуса 5,9%. А у Экстрима на 1% больше, но все равно показатель 6,9% очень и очень неплохой. Позже мы сравним эти данные в нашем сравнении. Интересно, совпадут ли они. И переходим к визуализации некоторых показателей. Начнем мы с низкотемпературной текучести. Для меня прошло более суток, а для вас пару секунд. Смотрим результат. Оба масла абсолютно прозрачные, тут это уже не удивительно. Skyline немного опережает Extreme, но как вы видели ранее, он был гуще и по лабораторным анализам, так что эта тенденция перешла и на заморозку. Повторный результат ничего не дал, все остается как есть. На данный момент Novus становится самым текучим маслом с вязкостью 5W40, которые были на моих сравнениях. Думаю, тяжело будет теперь найти достойного конкурента. Но мы, имея в виду себя и активных подписчиков канала, обязательно продолжим поиск лучшего. Переходим на сравнение потери массы. В этот раз ставки очень высоки, и я решил начать это сравнение с небольшой температуры, чтобы погрешность свести на нет.
Забегая вперед, скажу, что только данное сравнение у меня отняло около 4 часов, так как я проводил его 2 раза, и оба раза результаты были практически идентичны. Далее я повышаю температуру нагрева в среднем до 250 градусов, и еще немного подождем. Итак, оставляем масло остыть на некоторое время, а пока посмотрим так называемую прожарку. Честно скажу, много негатива я прочел и услышал о данном сравнении за последнее время, что она якобы никак не показывает реальную картину, ведь в двигателе нет таких температур. Но тем не менее, выбирая из нескольких вариантов масел, я лично хочу знать, какой окажется лучшим, от какого будет меньше нагара и лака. Сейчас я обращаюсь к экспертам, которые утверждают, что масло в двигателе греется лишь до 100-120 градусов. Так в итоге, откуда появляется лаковый налет? Откуда появляется шлам? От чего залегают кольца? Там ведь нет таких температур. Странно, не правда ли? Я лично вижу и знаю, что показывает данное сравнение. И в каждом ролике пытаюсь это донести до своего зрителя. Конечно же, это ваше право, верить ли этому методу или нет. Лично я делаю с этого выводы. Сравнение завершено. Оставим масло остыть. Сейчас озвучу результаты на потерю массы. Итак, внимание, барабанная дробь. Extreme потерял 3,57 грамма, и это 11,9% от общей массы. Novus потерял 2,62 грамма, и это 8,73%. Все сходится с лабораторным анализом. Не прям так точно, конечно, но результат именно такой. Novus опережает Extreme. Результаты на высокотемпературные отложения следующие. Как вы видите, дно стакана абсолютно чистое у Extreme. У Novus ситуация обратная. Отложение присутствует в немного большем объеме. Это в свою очередь подтверждает, что Extreme использует высокотехнологичные полимеры ваник, которые не разваливаются при экстремально высоких температурах. Да и по сути его процентное содержание там очень низкое. Хоть и Novus использует ПАУ и эстеры, как Extreme, мы видим высокотемпературные отложения и больше лака. Это показатель, возможно, менее стойкого полимера, а также пакета присадок старой школы, в котором много серы и золы. Насколько я знаю, в старых пакетах присадок уровня Mercedes-Benz 229.3 использовались сульфонаты кальция, в отличие от современных салицилатов, которые идут уже на 229.5 и который применен в Extreme. Вероятно, в стакане мы видим именно следы сульфоната кальция, так что, возможно, загуститель – это не основная причина отложений. В общем, при сопоставлении двух продуктов могу сказать, что Novus показал себя лучше в текучести и в испарении, но Extreme оказался более термостабилен при высоких температурах. Также хочется отметить, что Extreme на современной компонентной базе. Именно из-за этого и цена на него немного выше Novus. Цена Extreme за 5-литровую канистру 3 940 рублей. Если разделить стоимость на 1 литр, то получим 788 рублей. Цена Novus на момент монтажа видео немного ниже, но в ближайшее время будет повышение до примерно 2 900 рублей за 4-литровую канистру. То есть литр обойдется примерно в 725 рублей. Разница между этими брендами примерно 63 рубля. А споров на эту тему и недовольств за последнее время я услышал достаточно. Просто люди видят цену за канистру и сразу до них не доходит, что у одного это 4 литра, а у другого это 5-литровая канистра. К сожалению, в настоящее время на ценник влияют многие внешние факторы. Я показал вам визуальную разницу, но выбор в любом случае за вами, друзья. Каждый сам для себя определит, какие параметры более важны в данный момент вам и вашему автомобилю. Могу сказать однозначно, что оба бренда достойны. С более подробной информацией можете ознакомиться в описании под видео. Там будут все ссылки. И на этом все, друзья. Всем удачи, всем пока.